И всем привет! Мы находимся на китайском сервере, у нас здесь коллаборация, да, с героями магии и меча, и давайте пройдем 5-ю главу. Я делаю это уже сейчас 3-й раз, не потому что я люблю проходить главы снова и снова, потому что первые 2 раза у меня не получилось. Почему не получилось? Потому что все-таки надо было переводить то, что мне тут пишут, я хотел без перевода так на интуиции пройти, но нет, надо переводить, и надо понимать, что за свойства у противника и почему происходит то, что происходит. Здесь у нас в наградах 3-й джин. 3-й мифический джин. Давайте начнем. Ну а прежде чем начинать, давайте немножечко отвлекемся. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Первый нюанс этой главы, точнее, последний, в том, что в конце нас ждет босс, у которого очень много здоровья, у него около 1000. Мы ему будем наносить только половину урона, во-первых. Во-вторых, он нам будет наносить 30. И для того, чтобы вручную его добить, это нужно очень много здоровья. Поэтому нам нужно экономить все заклинания. Это во-первых. Во-вторых, я наконец-таки понял, как смотреть особенности монстров. Мы левой кнопкой мыши нажимаем и держим. Самое интересное, что нам это пишут вот здесь. Но это, здравствуйте, мое почтение, логика на грани фантастики. Нам нужно написать, как это сделать там, когда мы уже сообразим, как это сделать. Это просто... Здесь что написано? Он получает 50% урона от заклинаний. Любых, да? Также здесь написано, что каждая вторая его атака наносит 3-кратный урон. То есть это важно, это на самом деле важно. Поэтому нам важно здесь его сносить сразу. Иначе он будет нас кромсать. Ну, здесь написано то же самое, что он по 3 атаки забирает каждый раз, когда мы его бьем. Итак, какой нюанс насчет босса? Как я сказал, да, мы здесь экономим все заклинания. Все заклинания и магическую энергию мы тоже экономим. Иначе нам просто не хватит здоровья. В первую попытку я не смог его добить, мне не хватило здоровья, потому что все заклинания у меня закончились. Точнее, не все, у меня одно осталось, но у меня не было маны. Давайте посмотрим, что он пишет, что они пишут здесь, потому что я этого еще не переводил. Когда король вампиров наносит урон, он восстанавливает 100% от нанесенного урона. Он нас бьет и восстанавливает 10. Соответственно, нам не понял, что 60 ему нужно нанести? Да вроде бы нет. Да нет. Он сразу умирает. Когда он успевает восстанавливать? Получается, если у него здоровье остается, если нам не хватает за один удар его снять, то тогда он восстанавливает себе свою атаку. Понятненько. Какой здесь есть еще один нюанс на этом этапе? Здесь есть эффект удвоения здоровья у монстров. Я не понял, как и когда это работает, и поэтому второй раз у меня тоже не получилось. Поэтому я прохожу 3-й. Я думаю, что здесь есть драконы, противники дракон. И возможно, что именно дракон, когда мы его уничтожаем, каким-то образом, наверное, удваивает здоровье всем монстрам на карте. Здесь у нас в задачах, да, 13 монстров уничтожить, поэтому мы их мочим всех. Прежде чем мочить всадников, мы будем делать это вручную, терять атаку. Почему мы это будем делать? Потому что нам нужно экономить заклинания. Прежде чем мы всадников начнем бить, нам нужно добить всех. Всех тех, кого можем. Так, а кто-то у нас здесь остался. А, скелет. 2 скелета. Потеряли мы атаку раз. Забрали руду. И сейчас потеряем атаку 2. Забираем руду, забираем артефакты.
А вот и новый противник. И у него то самое мерзкое свойство. Я думал, что это драконы виноваты. Нет. Это вот этот вот лич. Король лич или как он там. Как только мы его обнаруживаем, все монстры, которых мы нашли на карте, получают удвоение здоровья. Я вообще, честно, я не помню, где они находятся. Я этого не отмечал. В первой локации, вот здесь этот король лич, мы его запомним. Видим, что все монстры, которых я уже раскрыл, получили удвоение. При этом скелет, который здесь стоял, он этого удвоения не получил. Я случайно на него тыкнул, не обратил внимания, что у меня атаки недостаточно. Я просто мог бы ее здесь поднять. Но это значит, что всех монстров, которых нам надо уничтожить, нам нужно уничтожать заранее. Иначе вмешается следующий лич, которого мы найдем на карте и удвоит здоровье этого героя. Точнее, этого противника, я хотел сказать. Чего такое? А, я ж с ним не поговорил. С этим вот ящером, товарищем рептилоидом. Хранителя знаний рептилоидов. Видим, открыли лича, и удвоение у нас здесь уже произошло. Замечательный эффект, просто замечательный. И поэтому вот этого лича желательно уничтожить сразу. Иначе потом мы просто будем делать это гораздо дольше. А вот и, собственно, наш босс, с которым у нас, скорее всего, возникнут проблемы. Не понял. Как так произошло? Опять еще раз появился. Хотя, кстати, его он не удвоил. Почему? Потому что, видать, здесь было немножечко черного тумана вот этого. Ох уж это удвоение. Хорошо, хоть дракона он не удвоил. Когда призрачный дракон получает урон от обычной атаки, он отражает 100 полученного урона. Если повреждение окажется смертельным, скорость восстановления снизится на 50%. Не понял. Как-то так написано. Как-то так. В общем, бить его лучше не вручную, но у нас здесь вариантов не то чтобы много. То есть он будет наносить 50 плюс 30, 80. Ну, это серьезно. Давайте мы его все-таки забьем вот так вот, молниями. И вот наш первый Армагеддон. Мы его тратить не торопимся. Почему? Потому что нам главное, чтобы у нас хватило на босса маны. Не торопимся его бить, хотя там если лич появится, то у него уже будет 100 здоровья. Поэтому предлагаю ударить его. Здесь у нас важные, да, важные вещи. 50. И у нас не хватает здоровья. Ой, здоровья атаки. Я имел в виду, конечно же, атаки. Я сделаю исключение, я потрачу ресурсы на обычную атаку. На обычную атаку я потрачу руду, и я потрачу вот так вот. Тогда у нас будет ровно 50.
Мы открыли Лича и подняли всем здоровье. Замечательно. Это просто замечательно. Но это не страшно, потому что нам его трогать вроде бы... А, нет, стоит. У нас здесь 25 противников надо уничтожить. Ну что ж, давайте терять атаку. Что делать? Еще один лич и еще одно удвоение здоровья. Здесь у нас дракоша. Давайте попробуем его мочкануть, но это будет очень опасно, потому что он нам... Ой, снесет немало здоровья, но что поделать. Будем идти на ощупь. На этот раз я трачу всю энергию на увеличение силы заклинаний. Зря я его ударил вручную. У нас здесь есть Армагеддон. Вот наш босс. Ну и давайте смотреть, что же у меня получится. 15 энергии стоит, да? Давайте используем один. Давайте используем другой. 70 энергии у меня есть. Кстати, у босса тут очень много особенностей, которых я еще не знаю. Каждые 3 атаки Сандру наносит 500% урона от его сил атаки и восстанавливает здоровье, равное 50% от нанесенного урона. А также снижает атаку и силу цели на 2. Каждый раз, когда Сандру получает урон от базовой атаки, он переключается между снижением физического и магического урона, уменьшая соответствующий урон, получаемый при следующей атаке, на 50%. Изначально он получает снижение магического урона. Вот это поворот. Получается, мы должны сделать 1, 2 и 3. А только затем делать все остальное. Вот это поворот. Вот в чем я был неправ. 60 маны остается, 500 энергии, 72 мы нанесем вот так вот. Здесь у нас есть еще запас 180, и здесь у нас есть еще запас... так у меня их вон сколько, я что-то не обратил внимания. Нужно было просто перевести, нужно было просто сразу перевести, и никаких проблем бы не было. Ну, я, конечно, молодец. Вот такой вот босс, вот такая вот глава. И чтобы пройти главу, надо добить еще одного противника. У нас здесь остался один толстый противник с, видимо, удвоенным здоровьем. А вот и наш последний конь. Обращу внимание, кстати, что у меня здесь дофига этих заклинаний осталось. У меня здесь куча здоровья, куча атаки, куча энергии. 30, да, у меня еще хватит на 6 таких заклинаний. У меня их 2. То есть 10 у меня будет, и здесь 2 по 10. То есть здесь 30, огромный запас. То есть, по-хорошему, ничего экономить здесь так сильно прям не надо, как я говорил. Просто нужно знать особенности этих монстров. Понятно. Все с этим понятно. Добиваем его и проходим. И сразу очки у нас вырастают, да? И очки, я так понимаю, да, считаются вот по этим вот штукам. Их надо переводить, понимать, что там значит, и за что мы, получается, основные очки будем зарабатывать. Прошли 5-ю главу. Ой, я поставил переиграть, что ли? Да, я поставил переиграть. Получили джина, получили награды. И теперь мы сможем покрутить наш вонючий вот этот вот донатный баннер. Ну, я это сделаю в отдельном ролике, поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.